Удар по Кремлю. Путин вновь звонит в Азербайджан, а в Киеве заявляют о северокорейцах на границах со странами НАТО. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости к этому часу. Новые войны, изоляция, невероятный успех и удивление. Меньше месяца до прихода Трампа в Белый дом. Как изменится мир с новым президентом США? Представители Украины и Москвы делают новое заявление о прекращении огня и завершении войны. Что происходит? Узбекистан сталкивается с большими проблемами. В стране нехватка газа. Как и чем граждане республики отапливают дома в зимний сезон? Друзья, всем привет! Буду рад вашему лайку, подписке и репосту. Вы прекрасно знаете, что для нас это очень важно. Также оставляйте свои комментарии. И спасибо вам за обратную связь. Об актуальных и важных событиях прямо сейчас начинаем. Военные КНДР в российской форме на границе стран НАТО или же силы иранских прокси. Это вполне реальный сценарий, который уже сейчас может реализовать Москва, если не остановить Путина. В этом уверен глава Офиса президента Украины Андрей Ермак. Он считает, что об этом должны помнить и уже сейчас всерьез задуматься страны Европы и страны, которые являются членами Североатлантического альянса. Такие действия РФ – это гибридная угроза на границах. Ермак считает, что Запад должен действовать, но как именно, не уточняет. Теневой флот, который проводит диверсии против кабелей, может быть лишь одной из таких угроз со стороны РФ. Военные КНДР уже воюют на территории Европы. Кто мог представить это раньше? Безнаказанность порождает вседозволенность. Именно сейчас настал момент, требующий сильных решений и решительных действий. В НАТО же заявили, что сейчас блок находится в состоянии, далее цитата, «кипящей лягушки», и уже сейчас существует вероятность, что Россия может совершить некую нетрадиционную атаку, которая станет причиной больших потерь, в том числе жертв среди населения. Речь идет в том числе о диверсиях, покушении, поджогов и ударов по объектам инфраструктуры. Существует реальная перспектива того, что одна из таких атак может привести к значительным человеческим жертвам или очень серьезному экономическому ущербу. Мы не хотим оказаться в ситуации, когда заранее не продумали, что делать дальше. В течение ближайших 6 месяцев Беларусь будет отгорожена от Польши. В Варшаве к лету собираются завершить свой грандиозный проект – строительство стены на границе с соседней республикой, которая станет своеобразным железным занавесом для Лукашенко. Цель – остановить поток мигрантов, которые в Евросоюзе считают гибридной войной России и Беларуси против ЕС. Строительство 400-километровой стены началось еще в 2021-м, после миграционного кризиса на границе, который организовала Москва при поддержке режима Лукашенко. Сейчас же возведение такой защитной стены приблизит Польшу к 100% безопасности, цитирует заместителя государственного секретаря Министерства внутренних дел и администрации Польши Мацея Душчика Financial Times. Издание уточняет, что Польша потратит более 500 миллионов евро на укрепление своей границы с Беларусью. Трамп может заключить сделку с Россией и Китаем, поставить под сомнение готовность Америки защищать своих союзников, устроить торговые войны, которые повлияют на экономику во всем мире, вывести США из Всемирной торговой организации, либо же привести Соединенные Штаты к невероятному успеху. О таких сценариях нового мирового порядка после прихода республиканцев в Белый дом пишет Financial Times. Уже меньше чем через месяц состоится инаугурация избранного президента, и для граждан своей страны Трамп устроит определенное шоу. Следующая каденция может ознаменоваться типичным фейерверком Трампа, заявила в эксклюзивном интервью «Нехта» политолог, американист Александра Филипенко. Трамп будет удивлять, поражать и акцентировать внимание на внутренних проблемах США. Во внешней же политике новый президент также может удивить, в том числе в вопросах, которые касаются войны России против Украины. Во внешней политике ситуация совсем не так однозначна, как может показаться на первый взгляд. Ведь стоит посмотреть на фигуру госсекретаря. Давайте вспомним, как часто мы упоминали Энтони Блинкен. Вот это госсекретарь у Джо Байдена, госсекретарь нынешней уходящей администрации. Так вот, Марко Рубио, будущий госсекретарь Дональда Трампа, это будет тот человек, о котором мы с вами будем очень много говорить. И Марко Рубио – это именно тот человек, который в 2014 году требовал жесткие санкции по отношению к России. Это ровно тот человек, который выступает за жесткую конфронтацию с любыми диктаторами и диктатурами в целом.
При этом это тот человек, который говорит, что нужно защищать союзников США, потому что именно Марко Рубио, именно будущий госсекретарь в администрации Дональда Трампа был автором закона, благодаря которому США теперь гораздо сложнее выйти из Североатлантического альянса. Поэтому ситуация во внешней политике выглядит совсем не так, как во внутренней. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Удар по Кремлю. Своими же силами Россия терпит поражение. На этот раз не на фронте. В здании российской дезинформационной машины появились трещины. Мир четко увидел, как лжет Москва. Это показала авиакатастрофа самолета азербайджанских авиалиний в Казахстане. Об этом пишет The Telegraph и уточняет, что международное сообщество с абсолютным недоверием отреагировало на извинения Путина, которому спустя несколько дней пришлось реагировать на проблему. Ведь самолет рухнул не после столкновения с птицами, а из-за работы российской ПВО в Грозном, которая привела к повреждениям, а в дальнейшем и к падению пассажирского самолета в Актау. Смесью лжи и обмана Москва пользуется не впервые, пишет The Telegraph. Эта пропагандистская стратегия потока ложных утверждений напоминает реакцию Кремля на катастрофу рейса Malaysia Airlines MH17 в июле 2014 года, который был сбит зенитно-ракетным комплексом БУК на оккупированной Россией территории Восточной Украины. Однако есть одно ключевое отличие. Российская дезинформация тогда была гораздо более эффективной, чем сейчас. О том, что Россия пыталась замять дело, накануне уже открыто заявил президент Азербайджана Алиев. Напомню, что он все еще ждет того, что Россия признает вину, найдет и накажет виновных, а также выплатит компенсации семьям погибших. В воскресенье в стране прошли первые похороны. Алиев также хочет услышать ответы на вопросы, почему самолет не приняли в Грозном или же в любом другом аэропорту России, ему пришлось лететь, учитывая повреждения, через море в Казахстан. Может быть, когда самолет получил повреждение или удар, пилот воспринял это как столкновение с птицами, ведь, наверное, никому не могло прийти в голову, что в стране, которую мы считаем дружественной, по нашему самолету могли открыть огонь с земли. Однако, к сожалению, некоторые круги в России предпочли придерживаться этой версии. После этих заявлений Путин вновь позвонил Алиеву, заявили в Азербайджане. Кроме того, известно, что в Баку приняли решение приостановить авиасообщение с 10 городами России. В Украине и России практически одновременно вновь высказались об условиях и возможности завершения войны. В интервью немецкой прессе экс-посол Украины в Германии, которого Зеленский теперь назначил постоянным представителем в ООН, заявил: какие гарантии для Киева могут стать частью большого договора о мире с Москвой? Возможны как двусторонние, так и многосторонние соглашения. Нам нужны юридически обязывающие железобетонные оборонные обязательства наших западных союзников на случай, если Украина снова будет под угрозой или атакована Россией. Эти гарантии также могли бы стать частью потенциального большого мирного договора с Россией. Мельник также говорит, что вопрос членства Украины в НАТО остается на повестке дня, но на данный момент важны именно гарантии безопасности с очень точными формулировками. Пацан сказал, пацан сделал, да? С российской же стороны о завершении войны решил вновь высказаться Лавров. Это его уже как минимум третье публичное заявление лишь за эту неделю. У главы российского МИДа такова модель. Украина должна выполнить все условия и пожелания Путина. Это, по мнению Лаврова, залог прочного мира. Речь, в частности, идет о демилитаризации и денацификации Украины, обеспечении ее внеблокового, нейтрального и безъядерного статуса, устранении долговременных угроз безопасности России, исходящих с западного направления, включая экспансию НАТО. Киев должен взять на себя конкретные обязательства по обеспечению прав, свобод и интересов русскоязычных граждан и, разумеется, признать территориальные реалии, закрепленные в Конституции Российской Федерации. Какие обязательства берет на себя при этом Россия, которая и напала на Украину? На эти вопросы Лавров не отвечает и подобных заявлений не делает. Фильтрация по-путински. В Кремле продолжают бороться с мигрантами и их детьми на территории России. Путин подписал закон, который во время прямой линии назвал понятным. Для детей мигрантов и самих мигрантов теперь вводятся новые правила и ограничения. Иностранцы должны доказать законность своего пребывания на территории России. Кроме того, согласно новому закону, вводится полный запрет на прием детей нелегальных мигрантов в детсады или же школы. Попасть за парту можно будет при отсутствии
отсутствии проблем с документами и после обязательного прохождения теста на знание русского языка. Лица, не прошедшие тестирование на знание русского языка, достаточное для освоения образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, не допускаются до освоения указанных образовательных программ. В начале декабря в России заявили, что количество мигрантов, которые находятся на территории страны, превысило показатель в 6 миллионов человек. Что думаете о таких нововведениях Кремля? Интересно узнать ваше мнение. Оставьте его в комментариях под этим видео. Узбекистан продолжает сталкиваться с нехваткой газа, а жители страны, чтобы обогреть свои дома, вынуждены пользоваться углем, дровами и даже навозом. Как результат, в стране говорят о загрязнении воздуха, однако правительство планирует наращивать потребление угля. Радио Аззатык уточняет, что еще 3 года назад министр энергетики Узбекистана уверял, что страна добывает природный газ в объемах, которые в 3 раза превышают внутренний спрос. Несмотря на эти заявления, реальность иная, и производство газа в стране снижается уже 5-й год подряд. В Узбекистане происходит масштабная незаконная вырубка лесов. Многие узбекистанцы, особенно те, кто живет за пределами городов, говорят, что начинают готовиться к зиме за много месяцев вперед. Заготавливают дрова, собирают и высушивают навоз домашних животных и покупают уголь. Во многих домохозяйствах в качестве топлива используются даже скорлупа грецких орехов и косточки фруктов. Подписчики из Узбекистана, а как вы отапливаете свои дома и как много уходит средств на зимний сезон? Каков ваш выбор? Газ, уголь или дрова? Оставьте свой комментарий под нашим видео. Трехэкранный телефон-раскладушка, прозрачный 77-дюймовый телевизор, а также домашний электронный доктор. Daily Mail пишет о лучших изобретениях 2024 года. В рейтинге невероятных разработок оказался гаджет Apple Vision Pro, гарнитура смешанной реальности. Управляется с помощью движений глаз или рук, позволяет полностью погрузиться в виртуальный мир с помощью наложения данных на реальный. Цена около $3500. Кроме того, топ-изобретением этого года считается экзоскелет в виде походных брюк. Дает шанс людям с ограниченными возможностями наслаждаться прогулками. Стоимость $5000. Одним из лучших изобретений признано также и Tesla роботакси Илона Маска. Автомобиль без руля, педалей, лишь с 2 местами для пассажиров. Полностью автономно. Стоит в районе $30 000. Друзья, на этом все. Не забудьте оставить свой лайк и комментарий. Мы же с командой продолжаем следить за самыми важными новостями. Оперативную информацию от Нехта ищите, как всегда, в наших телеграм-каналах или на платформе X. Спасибо вам за доверие и то, что остаетесь с нами. До новых встреч и хороших вам новостей.